Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам мастер-класс на такую оригинальную прихватку или подставку под горячее. В этом мастер-классе мы свяжем с вами такую подставку. Смотрите, в диаметре она получается 28 сантиметров с одной стороны. И почти 28 сантиметров она получается в диаметре. Если вдруг вы хотите такую подставку связать немножко меньше, вам просто нужно набрать меньшее количество петель. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Прихватку я буду вязать из такой палитры пряжи. У меня получается будут вот эти для основных деталей эти цвета, а горчичным таким я буду делать обвязку. Эта пряжа у меня троицкой фабрики, называется она «Огонек». У меня остаточки с чего-то остались, вот для прихватки идеальный вариант. И крючок номер 2. Беру первую пряжу, пусть это будет такой желтый, и вяжем первую деталь. Я взяла желтый цвет и набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Я набрала 3 воздушные петли. Вот сюда во вторую петелечку я должна провязать 3 столбика без накида. Провязываем, вводим крючок. 1 столбик, 2, 3. Все, провязали 3 столбика без накида. Делаем 1 воздушную петлю и поворачиваем вязание. У нас 3 столбика без накида. Мы провязали первый ряд. Все остальные ряды мы будем вязать столбиками без накида, только за заднюю полупетлю, чтобы у нас образовалась эластичная резинка, эластичное полотно, которое мы потом будем сшивать. Переходим ко второму ряду. Во втором ряду нужно также провязать 3 столбика без накида. Вот их хорошо видно. Вот полупетля, вот и вот. Провязываем 3 столбика. 1, 2, за заднюю полупетлю. 3. Провязала 3 столбика без накида, 1 воздушная петля, поворачиваю вязание. В нечетных рядах мы будем прибавлять по одной петелечке, то есть вот с правой стороны, да, в первую петлю ввожу крючок и провязываю в одну полупетлю 2 столбика без накида. Таким образом мы прибавили 1 петлю. И дальше еще 2 петли провязываем 2 столбика без накида. Это был третий ряд. В третьем ряду у нас стало 4 столбика без накида. 1 воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. Четвертый ряд четный, мы провязываем его без прибавлений. Просто за заднюю стенку 4 столбика без накида. 2, 3. И в последнюю закрутилась немножко. 4. 1 воздушная петля, поворачиваем вязание. Пятый ряд. В нечетных рядах, мы помним, делаем прибавку в первую петлю. В первую полупетлю ввожу крючок и провязываю 2 столбика без накида. В пятом ряду у нас образовалось 5 петелек, то есть 5 столбиков провязываем без накида. Так, 1 воздушная петля подъема. Видите, с одной стороны немножко у нас как на увеличение идет, а здесь ровненько. Поворачиваем вязание. Шестой ряд мы без прибавлений провязываем, то есть 5 петель, да? 2, 3, 4 и последняя петелька. Так. Аккуратно расправить, вот она спряталась. Последняя полупетля. 5. 1 воздушная петля, 7 ряд. В 7 ряду также делаем прибавку. В первую петелечку 2 столбика без накида, опять провязываем до конца ряда. В 8 ряду прибавок не будет. Вяжем до тех пор, пока в ряду у вас будет 14 петель. Я провязала, и в моем ряду количество петель стало 14. Теперь вяжем таким же способом, но больше прибавлять не будем. Провязываем столько рядов, сколько нужно, чтобы ваше изделие стало 35 сантиметров. У вас может быть пряжа другая, но старайтесь, чтобы длина изделия была 35 сантиметров. Я провязала, и мое изделие, смотрите, вот со стороны, где нет увеличения, 35 сантиметров. Теперь я беру со стороны, где у нас было увеличение, мне нужно обвязать, ввожу крючок в первую петелечку, захватываю рабочую нить, двойной нитью набираю 3 воздушные петли,
1, 2, 3. Все, одинарную ниточку я потом обрежу остатки кончика. Смотрите, вот между вот этими полосочками, вот видите, вот ямочка, вот да, вот они ямочки. Между этими полосочками получается вот одна полоса, вот, это 2 ряда. Вот между этими полосочками нам нужно провязать столбик без накида. Вот первый столбик без накида мы провязываем. Опять 3 воздушные петли. И опять вот после полоски между рядами, да, второй столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. Получается вот первый ряд, вот второй. После него вводим крючок, провязываем столбик без накида. И так нужно провязать до конца нашей полоски. То есть с одной стороны первый ряд провязываем 3 воздушные петли, столбик без накида между рядами. Вот сюда. Провязываем. Я закончила провязывать первый ряд и всю полосочку обвязала воздушными петлями и столбиками без накида. В конце ряда мы делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание. Смотрите, теперь в арку из воздушных петель нужно провязать столбик без накида. Провязываем столбик без накида. Далее набираем 3 воздушные петли и делаем пико. 2, 3 и в первую петельку вводим крючок и провязываем соединительный столбик или полустолбик. Получилось пико. После пико мы делаем одну воздушную петлю и дальше столбик без накида в следующую арку. Вот такой элемент, видите? Опять 3 воздушные петли. В первую петельку вводим крючок, соединительный столбик, 1 воздушная петля и столбик без накида в следующую арку. Получилось вот такой вот край. 1 воздушная петля, 3 воздушные петли, извините, делаем пико, 1 воздушная петля после пико, чтобы нам как бы до арки, да, хорошее соединение в арку было, столбик без накида. И таким образом провязываем до конца ряда. Сделала пико и присоединила столбик без накида в последнюю арочку. И смотрите, еще вот сюда вот, прямо начало, да, в первую петелечку также провяжу соединительный столбик, чтобы у нас такое красивое закругление. Ниточку вытягиваем и обрезаем. Таких деталей нам нужно провязать еще 2, то есть 3 детальки у нас должно получиться. Провязываем. Я связала 3, смотрите, одинаковые полосы, обработала края, и теперь нам нужно соединить их в круглую прихватку. Берем одну полосочку, я, получается, с тонкого края все ниточки заправила, а с толстого оставила небольшие кусочки. Можно ими сшивать, или можно, например, взять нитку в тон вашей обвязки и сшивать уже другой ниткой. Здесь вы уже сами определяетесь. Смотрите, как мы будем их сшивать. Сшивать нам нужно будет вот так, смотрите. То есть одну полосочку мы кладем сверху, а к ней пришиваем вот так. Получается, если это будет сверху, то к ней прикладываем так, и, соответственно, это у нас вот так вот пришьется. Вот так. И потом по спирали мы начнем заворачивать все полоски и их прошивать. Но давайте все по порядку. Смотрите, у нас вот они полосочки. Вот на этом расстоянии нам нужно зафиксировать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 полосочек мы должны сейчас немножечко вот так присборочкой, вот здесь вот так собрать. То есть вот эту вот складку нужно будет ее немножечко как бы увеличивать, накладывать друг на друга, ну вот стягивать, да, немножко. То есть вот она расширилась, складка, а мы ее с этой стороны немножко сожмем, и таким образом с этой стороны у нас пойдет закругление. 15 полосочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот это расстояние мы должны до этого места пришить. То есть вот так. 2 кончика соединяем. Ввожу здесь первую петелечку. И смотрите, здесь в первую петелечку, например, вот так насквозь ввела, а здесь в первую и сразу же вот так во вторую. И тогда немножко стяжка будет. Подтянули. Здесь в одну петлю, а здесь в первую и сразу же во вторую петлю. Вот таким образом.
и стягиваем. Угу. Здесь в первую, а здесь в одну и сразу же в следующую петельку. И подтягиваем, и видите, вот такая небольшая сборочка получается. Даже если будет чуть-чуть больше, чем 15, ничего страшного. И вот так подтягиваем. И вот такая аккуратненькая сборка, что снутри, что снаружи получается. В первую и сразу же во вторую. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. В эту петлю. Так. И последнее. В эту и в эту. Вот смотрите, вот так получается, я стянула. Теперь нам нужно сделать поворот и начать пришивать вот по этой стороне. Но смотрите, если вам, например, так неудобно делать, да, то можно эту пока оставить и начать пришивать вот так желтенькую. То есть сначала соединить полностью центр, а потом уже закруглять эти края. И здесь в закруглении можно взять ниточку в тон. Например, я возьму вот тонкую нитку в тон моей обвязки и буду уже сшивать вот этой ниткой. А сейчас просто соединю желтую вот к этому, да, а потом зеленую к желтой, или наоборот, зеленую сначала к желтой, например, да, вот так, например, если вот так сделать, зеленую к желтой, а потом желтую к вот этому болотному такому цвету хаки. Сшиваем центр. Все, я сшила центральную часть, теперь осталось только вот так вот прокладывая, тоже делаю небольшую сборочку, прям чуть-чуть, небольшую сборочку, поднимая вот этот край, то есть к желтому нужно пришить, так вот так по кругу. Пришиваем детальки по очереди. Здесь я уже буду пришивать тонкой нитью в тон к моей обвязке. Также потихонечку делая небольшую сборку, то есть не так уже сильно, но все равно небольшую стяжечку буду пришивать к желтой. Тоже здесь получается в одну петелечку, а здесь, например, сразу буду делать в 2, а потом чередовать, чтобы немножко у нас пошло закругление. Здесь в одну петелечку, а здесь в 2. Сшиваем нашу прихватку. Смотрите, я сшила все детали по кругу. Видите, какая классная прихватка, подставка под горячий получилась. Конечно, еще кое-где у нее несуразный вид, потому что я не прогладила ее утюгом. Сейчас пойду отпарю, и получится замечательная прихваточка. Осталось сделать петелечку для того, чтобы ее повесить на кухню. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!